этот вот как раз стеллаж, где по черновой указано, что он должен быть 25 сантиметров. Приходится постоянно менять планировки, связываться с клиентами. Я пытаюсь ускорить, но есть такой момент, я еще раз вам говорю, что нет соответствия с визуалом. Человек, который находится на удаленке отсюда, он этого много чего, может быть, и понимает, но не видел, что там происходило. Также вы приезжаете 15 числа, я хочу, чтобы вас встретила работа. Всем привет! Давно не выпускали видео в связи с тем, что мы переезжали в офис. Офис сейчас у нас находится на Парнавас Мэпе 73. Сейчас прогуляемся вовнутрь, я вам покажу офис, объясню, где что будет и какие виды работ мы там пытаемся запустить. У нас еще пока даже не готовая реклама, которую мы ждем с дня на день, чтобы принесли оформление здания. Настолько быстро мы пытаемся открыть, что уже даже рекламу не ждали. Готовится также шоурум по мебели, здесь будет мебельный отдел. В этом же офисе частично будут находиться и маклерскую компанию мы запускаем, потом также само туристическую хотим со временем запустить. Думаю, за полгода это все сделается. И, соответственно, инженер будет здесь сидеть, который будет заниматься строительством. Сейчас я пока не могу конкретно сказать, где кто будет сидеть, но потому что это зависит от того, какую мы шоурум здесь создадим уже. Мы планируем, чертим сейчас. Все остальное, мы пытаемся. Там сзади у нас также самое есть кабинеты, где будет сидеть и съемочная группа. Все будет происходить комплексно, человек будет заказывать, чем сможем, тем будем помогать. Многие пишут, почему не показываем завершенные ремонты и все такое. Иногда клиенты просят притормозить по каким-то моментам, потому что мы в основном работаем с людьми, которые за границей, которые хотят приехать через месяц, через два. И поучаствовать как-то в ремонте. Мы даем эту возможность, приостанавливаем ремонт или подтягиваем его туда, они приезжают, выбирают цвета. Но мы пытаемся так сделать, чтобы человек поучаствовал, если он этого хочет. Скоро будут запускаться также само видео завершенные, осталось 2 недели как максимум. Мы также само отснимем видео с Кварияти, который мы закончили, запустили гостиницу. Это, кстати, первым пойдет это видео. Все остальное уже квартиры. Мы покажем вам в старте квартиры, которые я сейчас буду перечислять моменты по дизайн-проектам, какие ошибки допущенные были в дизайн-проектах без ведения прораба. И когда к нам в руки попадает дизайн-проект, в котором я не участвовал, я это все моменты покажу. Вот, этот вот как раз стеллаж, где по черновой указано, что он должен быть 25 сантиметров. И он, человек, который зашел сюда и создавал этот проект, он обмерял это все. Здесь у нас есть 16 сантиметров. Не учли ни наличник, ни вон ту зону, которая так же самое я не могу увеличить, но по проекту, если вы здесь видите, он идет до самого конца, до окна, 17 сантиметров, перепад в 1 сантиметр. Значит, я уже шкаф должен сдвигать на открытие вот этой двери, а дверь у нас идет 90 сантиметров. И я должен отступить 90 и шкаф уже создавать вот здесь. Там у меня получается вернуть ту как раз таки тот размер, который она указала, но это уже мы создаем, а не дизайн, и это потеря времени. Не могу уложить электрику конкретно по размеру, по центру до тех пор, пока у меня не собрана вот эта стена, не создана пока вот этот проем. Теперь, что получается? Я вот здесь отрезать буду 10 сантиметров, 10 сантиметров буду добавлять сюда. И вернусь как раз на 25 сантиметров, на 25 нет, у нас здесь 17 сантиметров, это получается 27 сантиметров. Плюс под наличник отсюда еще надо будет отступить, чтобы создать вот это как раз стеллаж. И у нас в проем получится уже не метр, как указано у нее на проекте, а 90 сантиметров. И здесь уже не метр 40. Вот это вот проем стены, а метр максимум 20. Вот именно эти моменты и затрудняют работу, останавливают ремонты. Приходится постоянно менять планировки, связываться с клиентами, а на удаленке это очень сложно сделать. Единственная эта комната не уложена. Провод опущенный, но я его могу туда на сантиметр смещать. Понимаете? И этот момент я поэтому и не трогаю. Так же самое я не забыл, у нас в детской еще в полу розетка, где компьютер, стол. Этот момент тоже не забыли, вон он уже лежит, готовится сюда на протяжку. Но это уже когда теплый пол уложится, он пройдет там, чтобы не мешал теплому полу. Я уже рассчитаю здесь вот этот весь сдвиг.
по телевизору, по игровым вот этим вот приставкам, как называется, эти розетки, все я здесь, как называется, рассчитаю. Поэтому как бы я не тороплю детскую, она у меня опущена вся вот полностью, видите? Но конкретные там миллиметры я еще не выводил. Я пытаюсь ускорить, но есть такой момент, я еще раз вам говорю, что нет соответствия с визуалом, с черным и с вашей квартирой. Первый из офисов, который мы наладили, это, конечно, по ремонтам, потому что оно у нас уже давно работало. Этот кабинет, как раз таки, о котором мы говорили, уже подготовленный, который по ремонту у нас. Он самый такой основной, поэтому мы упор держали на него. У нас есть, допустим, вот сейчас наглядно дизайн-проект на 110 квадратных метров квартиры. Я хочу просто объяснить людям, которые заказывают дизайн-проекты без участия, допустим, прорабов. Не имеет значения, буду это я или мои ребята, или кто-то другой, допустим, человек, кто будет его вести, кто в этом разбирается. Есть такой момент, что мы сегодняшним днем зашли на объект, где 110 квадратных метров, как я уже говорил, и у нас не сходится черновой с визуализацией, и, соответственно, план также сам разный. Что у нас здесь, допустим, ванну человек заказал, не учли размеры шахты, что шахта будет закрываться, взяли ее, засчитали в площадь квартиры, соответственно, человек, который находится на удаленке отсюда, он этого много чего, может быть, и понимает, но не видел, что там происходило. Он не учел вот этот момент. Здесь-то можно сказать сегодняшним днем, вот, если вы посмотрите, 42 сантиметра. Плюс 10 сантиметров я поставлю еще блок, плюс еще плитка. Это где-то еще 13 сантиметров заберет. Вот вам 56 сантиметров, которые сегодняшним днем потерял клиент. Но он изначально об этом не знал. Потому что он в этой квартире, как называется, не находился, поднимался дизайн-проект, который создал и показал это. Значит, соответственно, этому мне теперь приходится менять проект, беспокоить человека. И не только это, там есть еще второй санузел, о котором я могу также само поговорить, смысла нету. Вот эти моменты были прозевали, можно сказать. Об этом я как раз таки и буду рассказывать, что невозможно создать дизайн-проект без ведущего прораба, без ведущей бригады, которая будет это вести. И, соответственно, сам дизайн-проект, который занимается дизайн-проектом, за те деньги, которые ему сегодня платят, он должен этот объект вести от А до Я. И я должен у него консультироваться. Потому что человек, который сегодня заказал проект, он знает, что у него вот здесь вот вывод трубы. А я его сегодня перемещу, будет вот здесь. Он заплатил за тот момент, чтобы знать, что он здесь, а не со смещением в полметра. Понимаете? Потому что если, как называется, с полметра, и завтра у него какая-нибудь проблема, или он хочет поменять что-то или добавить что-то, он должен знать, что его труба находится именно в этой точке. Потому что он заплатил за этот проект, и она указана здесь. Теперь мне что? Я сейчас создаю чисто свой новый проект. И уже буду вызывать этого проекта, дизайн-проекта, который создавал ему вот этот вот дизайн-проект, чтобы он перечертил все полностью и передал человеку, который заплатил за это деньги, чтобы тот был точно уверен, что труба находится в этом месте. Соответственно, когда шахта застроилась, потеряли 40 сантиметров площади. 40 сантиметров площади, когда потерял, он не смог поставить ванну 2,40. Также само здесь были указаны моменты по проектам, по проему, где, ну, скажем, в детскую комнату, где метр был указан. Когда мы пришли на место, там было 80 сантиметров. А вот этот проем, указанный здесь у дизайн-проекта, уже указано не то, что я его должен был создать, а то, что он был уже установлен здесь, метр. И вот этот проем, где мы сейчас сломали стену, вот если видите вот этот момент, здесь должно было уже по тому чертежу, который мы получили, был 1,40 м. На самом деле, по факту, когда мы пришли сюда, здесь сейчас находится 80 сантиметров. Дай, Миша, мне рулетку, я покажу, чтобы люди понимали, о чем я говорю, а не, ну, плюс-минус, если я ошибаюсь, 2 сантиметра. Ну вот, на 1 сантиметр максимум я шел, 80 сантиметров. Указано здесь уже вот этот проем метр. И вот этот вот проем был указан на 1,40 м. Здесь метр, вот этот вот проем, у нас на 1,10 м максимум вытягивает. Пришло, потому что здесь у нас идет шумоизоляция вот этой стены задней. 7 сантиметров как минимум, это к нам шумка. Значит, получается здесь 6 и 7, 13 сантиметров. Нам пришлось лавировать, выходить уже как бы по логике вещей того, что
уже не по проекту идти того, а то, что человек хочет получить на выгоде, визуал, как бы на выходе. Здесь у нас получается кровать 2, потом идет ступень, тут идет двухъярусная кровать. Я так посмотрю, если наглядно. Миша, найди здесь этот проект по двухъярусной, вот она, дай ее сюда. Вот, так же самое. Этот вот проект 2 и 40 сантиметров для удобного подъема на ступеньку. И так же самое стена, которая выходит где-то, я сейчас вам скажу, я сейчас точно не помню, чтобы не врать вам, где-то 1,60 м. 1,60 м. Когда дизайн-проект занимается допускает такую ошибку, такое ощущение создается, что как будто ему как бы по барабану, что рисовать, главное, чтобы заработать свои деньги. Но при этом доставляет этим моментом проблемы и потом бригаде, которая делает этот ремонт, и, соответственно, хозяину, потому что мне постоянно, вот, допустим, мне приходится постоянно дергать хозяина, потому что я не могу уже по логике вещей, если смотреть, я не могу принимать решение изменения проекта без хозяина. Вот у нас в коридоре будет ящик, вот шкаф, да, в шкафу будет центральный вентиль, тут же будет, я поставлю РД, редуктор давления, чтобы сэкономить место в ванной. Сейчас, когда они закончат вот эти моменты технические, я поставлю трубы под давление, посмотрю за 24 часа. Если где-то-нибудь нету протечки, знаете, вот пайка или труба бракованная, в том случае я моментально ставлю утеплители и никаких проблем не будет. Вопрос. Вы же сейчас укладываете теплый пол, соответственно, вы уже стяжку на полу, пол выровняли, да, везде? Нет, выровняли, соответственно, смотрите, здесь перепад в 1,5 сантиметра. Здесь нет никаких таких проблем, да, эти вот середина просто провалена и все. Мы чуть-чуть подровняем, перепад в 1,5 сантиметра, это не проблема. Я после стяжки уже займусь гидроизоляцией здесь. Гидроизоляцией, как называется, всех откосов. Потом вот этой частью гидроизоляции мы уже подняли здесь, залили вот эту вот часть. Вот эту часть. Вот здесь я хочу сделать гидроизоляцию, о чем мы говорили. Вот эта вся часть будет в гидроизоляции. Но это после стяжки, потому что я сейчас хожу специально вот на цыпочках здесь. А вот если вы заметили, да, на цыпочках, чтобы не испортить трубы по теплому полу. Мне заново надо сделать здесь бетоноконтакт, также само прошурупить дупельчопами, сделать вязанку и уже на эту вязанку сделать штукатурку. Просто есть такие моменты, где шумоизоляция, где гидроизоляция. То, что низ, я его уже прошел. То, что боковые части вертикальные, я их буду проходить после заливки. Потому что хоть ходить можно будет удобно, понимаете? Потому что вы приезжаете 15 числа, я хочу, чтобы вас встретила работа. Сами видите, мы не стоим на месте, вот эту работу тоже проделать много времени надо, потому что, вот видите, во все укладывается каждая. Вот здесь ушло у меня крепежей где-то около 1800 штук крепежей. Это только пробурить. 1800 штук, это 1800 дырок надо понаделать. Это говорит о том, что если человек занимается, работает, соответственно, он где-то там за границей, у себя дома, я не знаю, и мне приходится его отрывать или останавливать работу и ждать, когда он будет, допустим, свободный, чтобы с ним этот момент обговорить. Я уже говорил, мы можем так же само на днях скоро поедем снимать гостиницу в Квариате, которую мы говорили и запустили, мы же ее и запустили. Благодаря нашей компании это запустилось, и они сегодня работают и принимают клиентов. Так же само нам дадут интервью, чтобы пару наших клиентов так же само тоже уже там побывали, которые мы ведем ремонт, подняли, показали, как мы там поработали. Но не у каждого есть такая возможность, чтобы подняться туда, приехать туда лично за тем, чтобы увидеть, какие виды работы мы ведем, поэтому для этого есть YouTube канал. Вместе с бригадиром, кто будет вести вот этот вот ремонт, дизайн-проект должен пройти полностью вместе. Вот эти вот все чертежи. Тогда оно имеет какую-то логику. Когда каждый работает, к чему я как раз таки, почему эти YouTube-каналы снимаю и почему я хочу, чтобы все комплексно в одном офисе работало. Мы в первую очередь поснимали все, что здесь было, как называется, сантехнику, электрику поубирали и заново начали проводить свое. Открыли также само витражные окна, углы, чтобы сделать свою гидроизоляцию. Провели гидроизоляцию. Здесь также само будет делаться гидроизоляция уже после стяжки. Чтобы не попортить теплый пол, я даже сейчас хожу так, чтобы не испортить его. Что касается сейчас электрики, о чем я говорю, вот наша проведенная электрика, чтобы вы понимали, о чем я говорю, почему мы поснимали старую. Что касается дизайн-проекта, это такая вещь, она самая основная.
И если человек, который не понимает, что он делает, вот тут как раз таки создаются проблемы. Когда я немножко сюда, в эту квартиру, опоздал, когда по дизайн-проекту хозяин заказал окна без присутствия прораба. Почему? Потому что если, допустим, мне важны самые нулевые точки. Нулевые точки это какие? Нулевые точки пола, потому что здесь опять же монолит идет не с большим, но каким бы ни был перепадом. Если вы обратите внимание, окна не устанавливаются в упор монолита. Если бы, допустим, я успел, я бы где-то 2 сантиметра там бы дал бы наклон. И опять же поставил бы, соответственно, лазером пробил бы все нулевые точки. И, может быть, даже бы заказал бы чуть меньше, не может быть, а так и было бы. По высоте меньше бы окно. Чтобы мне, вот смотрите, у меня установлен теплый пол, мне как минимум нужно 6 сантиметров. Там я попадаю в минимальную точку, вон там, в том углу. Несмотря, вот здесь так же самое, если вы увидите, есть перепады. Но это обычное явление, сейчас скажем, на стройке, тут нет никаких таких проблем, чтобы говорить, там застройщик неправильно сделал или что, тут нет такой, это везде так происходит. Если бы я, допустим, находился здесь изначально, вот этих вот моментов бы не было, я бы создал бы подушку усадки для того, чтобы окно не давило, монолит не давило бы на окно и не лопалось бы стекло. Что касается застройщика, здесь у них стяжка идет очень хорошая, которая мне нравится, мокрая, не сухая, которая протирается, очень хорошая стяжка. Кстати, мы у нее они нам будут ее заливать, чтобы не вести лишнее время тратить на бетон, они сами придут, зальют. Единственное, что мы выставим маяки под себя, по нашим маякам они будут все заливать. Но стяжка у них идеальная, как бы раствор мне нравится. Все идет по своему этапу. И к финишу подойдем, и финиши так же самое будем вам выкладывать и показывать, как это. Но дойдя до финиша, я хочу, чтобы все люди видели, как это, заказчики видели, как мы делаем в открытом, как этот ремонт происходит, как проложен кабель, как проложена сантехника, как проложен теплый пол или там все отопления. Чтобы люди понимали не то, что красивая стена, а что за этой стеной творится, в этой стене спрятано. Что касается вот этой стены, на этой стене была нанесена так же самая штукатурка, которую нам по факту, я не стал беспокоить уже заказчика и принял решение снимать эту штукатурку. Я как бы имею на это право, потому что она не подлежала к тому моменту, чтобы на нее носить шпаклевку там, и дальнейшие работы проводить, она вся шаталась. Это не бетоноконтакт, это просто зеленкой помазали, тут нету бетоноконтакта. Черная, она не предназначена. Ну да, для гипсовой. она негодная, да, из-за того, что как бы неправильно было сделано, некачественно бетоноконтакт был сделан. То же самое, если вы видите вот здесь вот трещину, эта трещина с той стороны так же самое, я вам покажу, что происходит, она не укреплена, блок с монолитой, вот эта диафрагма, что здесь идет, блок не укреплен с ним ни арматурой, никакой, я не знаю, никакими крепежами, и за счет этого дом новый, соответственно, он там миллиметрами садится и дает трещину. Нам пришлось вот этот вот момент весь расшить. Сейчас мы будем вставлять здесь 0,8 арматуру. С той стороны мы уже вязанку сделали из катанки. Тоже 0,3 мм вязанка пережженная. А с этой стороны мы будем наискось сверливать так же самое 8-ку арматуру, чтобы вот этот угол больше никогда у нас не трескался. И с той стороны, конечно, стенка закрепилась. Вот Виктор тоже объяснит нам по теплым полам, какие моменты, что он может рассказать, почему, как оно все правильно работает и какими материалами мы работаем. Витя, объясни, пожалуйста, людям. Добрый день, меня зовут Виктор. Занимаюсь на данном объекте выполнением сантехнических работ. Вкратце по поводу системы теплого пола. Эта система наиболее предпочтительна, потому что греет значительно лучше, чем радиаторное отопление. Соответственно, при монтаже данной системы используем сертифицированные материалы, начиная со специализированной подложки, которая позволяет выполнить точность в разведении труб. Также трубу из сшитого полиэтилена, которая производится специально для системы теплый пол. Вся разводка производится исходя из проектной документации. Например, в участках, где у нас стоит мебель, например, кухонная, разводка не производится. Дополнительные участки трубы все проводятся в защитной гофре, чтобы обеспечить необходимый запас на расширение трубы. И
предохранить ее от каких-либо деформаций при заливке стяжки. Человек заказал ремонт, он заказал ремонт, чтобы там не было плесени. И он не должен об этом слышать. Плесень пошла. По какой причине? Я пришел на объект, я не должен скрывать никакую деталь. Откуда может пойти плесень? Я должен с этим пройти уже в черновой с ним, чтобы у человека оставалась возможность прийти и переговорить это с застройщиком в процессе до того, пока он начал или оплатил все остальные, как называется, моменты по ремонту, по подъемам и всему этому остальному. Монолит сам по себе трогать нельзя вообще. Он не разрешено, недопустимая норма, чтобы его штробить, чего мы как раз таки и не делаем. А у меня здесь указаны розетки под телевизор и под вот все моменты. Значит, что получается? Я должен здесь отступить и нарастить, как называется, стену из гипсокартона, чтобы установить там подрозетники. Тут человек уже потерял как раз те размеры, о которых он не знал. Там 8 сантиметров, 9, 7 сантиметров, не имеет значения. Еще я пока не знаю, насколько меня развернет эта стена, как она стоит, в какой диагонали. Андрей, расскажи, пожалуйста, людям, как ты делаешь пайку, скрутку, вот это все, какими материалами? Как вы видите, тут все уложено в гофре. Вот. Единственное, что коробки приходится делать на потолке. Мы их, естественно, потом сами эти скрутки мы опаиваем оловянно-свинцовым припоем. Изолентой мы не пользуемся только термотрубками. Вот. Все коробки, так как они в потолке, их будет просто не видно. Вот. Родных креплений для гофры у нас не существует в Грузии, поэтому пользуемся тем, что находим в магазинах. На данный момент это крепление для полдюймовых труб. Довольно-таки симпатично выглядит. Гофра, она не горючая. Есть, правда, есть у нас черного цвета гофра, но мы ею не пользуемся, так как она Плавится. горит. Это не горючая. Ну, все остальное так же самое мы можем наглядно показать после сборки всех автоматов, как оно все выглядит, как оно работает. Всех опять же благодарим за то, что смотрят наш YouTube-канал. Мы будем выкладывать как можно чаще видео, которые так же самое беспокоят нашу аудиторию, кто нас смотрит, кто нас за нами наблюдает. Где-то в течение месяца мы уже запустим все остальные отрасли, пытаюсь, хотя бы мебельную, но все равно запустим. Я думаю, к лету мы все это поэтапно откроем. Что касается по ремонту, он уже работает, скоро будет у нас готова реклама на улице, сайт также само подготавливается, где можно будет нас найти по локации. Добро пожаловать к нам в офис, следите за новостями на нашем YouTube-канале. Всем удачи!